Эта история произошла в Брянской области около 15 лет назад. Зима в этот год выдалась суровой. Солнце уходило в закат. Лесничий Иван Петрович возвращался домой из заимки после очередного обхода лесного хозяйства. Конечно, можно было переночевать на заимке, как бывало иногда, но он решил вернуться, потому что обещал жене Любушке прийти домой, у нее сегодня был день рождения. На дворе январь. День выдался очень морозный и студенный. Петрович, конечно, знал, что в этих лесах волки, особенно зимой, целыми семьями колобродят и ищут для себя пропитание. Пару дней назад в мелколесье он видел следы. Волки умные и хитрые. Простой человек подумает, увидев след волка, что это один зверь пришел. А ему-то, Петровичу, с огромным стажем лесника за плечами, очень даже понятно, что не один зверь прошел, а целая стая протопала. След в след шли. С собой у него было ружье, которое он почти не использовал без надобности. Так, на всякий случай брал, мало ли что. Все-таки это лес, и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства для того, чтобы его применить. Путь Петровича был не очень долг. Вот выйдет из леса по лесной тропе, пересечет поле, а там уже и деревня его. В общем, версты 4. Пока мужчина шел по лесу, тропа была видна. Освещали ее бледноликая луна до звездной россыпи. В тайге царило безмолвие. В этой тишине было лишь потрескивание деревьев от мороза, да хруст снега под ногами. Но постепенно совсем стемнело. Вот луна исчезла, прикрыла ее набежавшая туча. Вдруг впереди себя Петрович увидел два сверкающих огонька. Он даже остановился от неожиданности. «Волки!» – подумал он. Петрович поглядел. Слева, справа тоже огоньки. Оглянулся назад, и сзади сверкают. «Ах ты ж ядрёный корень, вот это обложили!» Со страхом в душе подумал Иван Петрович. «Выстрелить, что ли? Но их много, не успею выстрелить в следующий раз», подумал он, и неуверенно, с трепетом в сердце, не торопясь пошел вперед. Волки тоже двинулись, но приблизиться к нему пока не решались. «Может, не тронут», подумал лесник. Он знал, что волки очень редко нападают на людей, но сейчас зима, звери голодные, злые, а всем известно, что голод не тетка. Видимо, как-то надо спасаться, лезть на дерево, другого выхода нет, размышлял мужчина. А волки все ближе и ближе подходят. И страх пронзил всю душу лесника. А тут, как на счастье, луна из тучи показалась, осветила тропу, деревья. Петрович решил лезть на дерево, но ружье не оставил, хотя и неудобно с ним лезть. «Может, оно сейчас еще и пригодится», – подумал он. Лесник немедля быстро ухватился за ствол сосны и, что было силы, стал подниматься, карабкаться вверх. Чем выше, тем безопасней, решил он для себя. Ощупал ногой небольшой сук, который не дал ему сползти вниз на снег, ведь стволы у сосен высокие и обычно голые, а тут Петровичу крупно повезло. Волки и опомниться не успели, как ушла от них добыча из-под носа. Не добраться им до нее. Он взобрался наверх до первых сучьев и веток, примостился на один из них, более толстый, обхватил ствол обеими руками для надежности и невольно стал рассматривать семейство. Сначала к дереву подошел матерый, огромный волк, видимо, вожак. Стал обнюхивать следы Петровича вокруг дерева, а потом подошли другие волки. Ходили вокруг сосны, нюхали следы лесника, подняли голову наверх с жадностью, глядя на недосягаемую добычу. Спустя время, немного успокоившись, взяв себя в руки, Петрович сломал соседние сухие сучки и со всей силы стал швырять их в стаю волков. Волки задвигались, но не ушли. Тогда Петрович сделал из ружья выстрел вверх и резко бросил в них ружье. Волки от неожиданности мгновенно разбежались в разные стороны, а потом и вовсе скрылись в лесной чаще. Но лесник подумал, что слезать с дерева было еще очень опасно, ведь волки могут просто выждать свою добычу где-то рядом. Когда Петрович шел по лесной тропе, он не чувствовал мороза, холода, а сейчас, посидев на дереве без движения какое-то время, его стало знобить, и мороз пробивался всюду, пощипывая все части тела. Подвигаться бы сейчас, да сломаются сучья сосны, а на таком морозе они еще легче ломаются, и тогда я упаду с дерева, подумал Петрович. Как можно более поплотнее запахнул фуфайку, приподнял воротник, еще крепче обхватил дерево руками и стал думать, как быть дальше. Лесника от холода стало клонить в сон. Он понимал, что спать нельзя, но против своей воли начал сладко дремать, что отбирало его силу.
Петрович взбодрил немного себя, похлопав поочередно руками по щекам, и стал думать о своей жене Любаше, что она его сейчас ждет, переживает, и он обязательно должен к ней вернуться живым и здоровым, ведь они любят друг друга, и если с ним что-то случится, она просто не переживет этого. Тем более у нее больное сердце, а сын уже вырос, у него своя семья и живет далеко от них. Прошло пару часов, как он находился на дереве. «Волки уже ушли», – подумал Петрович. «Сейчас я только переведу дух и буду спускаться вниз», – сказал себе лесник. Собрав последние силы и волю в кулак, хватаясь за ствол одубевшими руками и опираясь ногами, стал спускаться вниз. Петрович видел, кроме многочисленных следов вокруг сосны, один глубокий след, который вел в чащу леса. «Ушли след в след, строем», – подумал мужчина и успокоился. Он спустился, поднял ружье, которое его выручило на этот раз, и, еле передвигаясь, одеревеневшими ногами, вышел из леса. Прошел по полю, уже светало, но деревня еще спала. Ни дыма над крышами не видно, ни собачьего лая не слышно, и только в окошке дома Петровича горел свет. Его до сих пор ждала любимая жена Любушка, так он ее называл. Вот такая невероятная и жизненная история приключилась с лесником Петровичем. А вам, дорогие зрители, спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.